Здравствуйте, мои дорогие. Да, действительно, давно не виделись, но не буду отнимать у вас лишнее время. Оригинальный ролик и так длится 27 минут. Изначально размещен на канале «Включай мозги» 15 марта 2022 года. Поэтому в описании я оставлю ссылку на первоисточник и полностью продублирую описание из-под первоисточника. Там дополнительные ссылки на ресурсы автора и реквизиты, где он собирает донаты. Дело ваше, что с этим делать. Я просто предупредил, что ролик я не спиздил. Автор его разрешил, как и все ролики со своего канала, перезаливать на чужие каналы, если хозяева каналов сочтут это уместным. Я считаю это уместным. Я хотел бы, чтобы вы этот ролик посмотрели и по возможности критически отнеслись к тем фактам, которые в нем изложены. Объясню свой интерес. Я специалист по связям с общественностью. Я на информационные войны, которые идут не прекращаясь в медиапространстве, смотрю немножко под более профессиональным углом. Тем не менее, я такой же нифига не военный эксперт, и будучи гражданским человеком, мое мироощущение, так же как и у многих из вас, складывается из множества информационных потоков, а я еще насилую себя тем, что я отсматриваю все самые радикальные точки зрения, проукраинские, западные, российские, то есть без исключения. Поэтому я хотел бы с вашей помощью разобраться, насколько этот ролик достоверный. Друзья, добрый день. Сегодня в выпуске такая своеобразная таблетка для памяти. Для тех, кто на Украине не понимает, что происходит, все пропустил или жил в вакууме, или забыл. Для тех, кто здесь и кому стыдно быть русским. Для тех, кто в силу каких-то причин не разобрался в том, что происходит. Для великовозрастных юнцов, пишущих в соцсетях слезные посты с извинениями за весь русский народ, продолжающих эмансипировать и считающих, что ничего страшного в мире не происходило. И не нужно было всего этого. Ведь на нас же не напали. Вот когда бы напали на нас, убили бы там несколько тысяч или сотен людей на нашей территории, там в Белгородской или Ростовской области, вот тогда надо было бы ответить. Вот распылили бы биологическое оружие, вот тогда надо было бы реагировать. Вот когда бы сделали грязную атомную бомбу, шарахнули бы по нам, вот тогда надо было бы восстать из пепла и начать защищаться. Я знаю, сейчас начнется, ну что за бред, да никто бы не напал, да кому это выгодно, да зачем это надо. Ну, во-первых, кому это выгодно, я уже говорил, вот посмотрите. Как-то в комментариях я встречал такое утверждение, что типа это Россия сама все нагнетает, сама против всех прет, что типа Западу нет интереса провоцировать конфликт между Украиной и Россией. Ну как же нет интереса? Почитайте Бжезинского, он об этом впрямую писал. Бжезинский, идеолог холодной войны. Да, он давно умер, но дело его живет. А интерес здесь очень простой. Во-первых, слить Украину, которая становится неуправляема, бросить наконец-то этот чемодан без ручки, сжечь ее в топке войны, одновременно причинив максимальный ущерб России. Это, безусловно, доставит нам хлопот и проблем, потому что России придется решать этот вопрос, тратить на это деньги, тратить на это ресурсы, отвлекаться от мирных дел. В общем, в и так непростой обстановке добавить нам еще сложностей, что в свою очередь решает задачу Запада по сдерживанию России. То есть вместо развития мы получим войну, издержки и прочее, прочее. Плюс то, как накачивается медийная западная повестка, очевидно, что население стран Европы готовят к тому, чтобы их правительство вело очередные санкции против России. Дескать, смотрите, какие русские агрессивные, зачем вам с ними сотрудничать, давайте останавливайте Северный поток там, и так далее, и так далее. И европейцы это схавают и прогнутся. И тут США решают еще одну задачу, уже против Европы. Потому что без российского газа Европа станет менее конкурентна в том плане, что производство товаров станет дороже. И США устраняют таким образом конкурента с рынка мирового производства. Опять весь мир в хаосе, Америка в шоколаде. Так что как же нет интереса? Вот вам и интерес. И наоборот, если в мире будет стабильность, Европа будет дружить с Россией, покупать дешевый газ, делая более конкурентные товары, торговать с Россией. Продавать нам в том числе технологии. Все будут счастливы и богаты. Но в такой модели матрицы не нужна Америка с ее доминирующим влиянием по всему миру. И следующее возражение, ну вот раз Путин ответил, то тем самым и выполнил хотелку США, дескать, удалось таки стравить. Так что США все равно реализовали свой план, а мы проиграли и так далее. И да, и нет, потому что стравить-то нас стравили, но здесь, знаете, нельзя было не отреагировать, потому что Украина все-таки позволила себя использовать как таран против России, неблагодарная, принявшая доброту за слабость. И дальше в видео я покажу, какой путь прошла Украина от такой добродушной, ушлой, хитрой независимости до бандеровской агрессии.
И как все это время Россия и лично Путин предлагали договариваться, дружить, помогать друг другу, но все тщетно. И вот дошло до того, до чего дошло. И опережающей реакцией Путин поломал сценарий Запада. И из-за этого у нас есть тактическое превосходство, потому что благодаря умному командованию мы не оказались в роли отвечающего. Что ж поделать, ситуация развивалась так, что этого решения нельзя было не принять. Если бы не ударили мы, ударили бы по нам. Вот и все, вариантов не особо много. И сейчас пазл складывается как никогда. Появились вот эти документы о том, что Украина готовила штурм ДНР и ЛНР в марте 2022 года. То есть вот на этих днях. Плюс ко всему информация о биолабораториях на территории Украины, о которых сейчас так переживают США, чтобы они не попали в руки России. Потому что, возможно, это станет доказательством нарушения Америкой конвенции по нераспространению био- и химоружия. Плюс к этому последнее заявление Зеленского о ядерном оружии. Это что? Это все надо было просто игнорировать и дождаться, когда ударят по нам, так что ли? То есть жертв Донбасса вам недостаточно, они для вас не люди, их не жалко? То есть вот те, кто здесь кричат «нет войне», вы бы что, предпочли бы, чтобы сначала поубивали наших, а потом бы мы доблестно мстили? То есть, следуя такой логике, вот когда к вам с дубиной или с ножом будет подбираться человек, который до этого грозился вам убийством, сыпал оскорбления в ваш адрес, вы не убегайте, вы не переживайте, это ничего страшного. А вдруг это не против вас? Вот когда убьют, тогда и будете реагировать. Согласитесь, звучит глупо. Но именно такую логику нам предлагают некоторые наши чувствительные, утонченные граждане, кучкующиеся сейчас под лозунгом и под хэштегом «нет войне». Но послушайте, разве кто-то хочет войны? Да нет, конечно. Но лозунгом «нет войне» вы войну не остановите. И выглядит это все примерно так же, как если бы, например, в 1945 году во время боев за Берлин на Красную площадь вышли бы на митинг придурки с плакатами «нет войне, остановим войну». Не Россия начала эту войну, Россия ее заканчивает. Вы знаете, я тоже против войны, но против войны после победы. А так это все какая-то безответственная муть. Но давайте вот совершим исторический экскурс в новейшую историю и посмотрим, что озабоченность расширением вот этого военного блока НАТО появилась не сегодня. Просто сегодня она дошла до критической точки, когда отступать уже больше некуда, и угрозы принимают экзистенциальный характер. Все сходится в одну точку. НАТО на границах, невменяемое агрессивное украинское руководство, пребывающее в милитаристском угаре, запредельная русофобия, накачка оружием, поддержка всего мирового сообщества и так далее. И, кстати, когда говорят, что, дескать, вот смотрите, весь мир за Украину, что весь мир не прав, ну, знаете, бывает и такое. Мировая поддержка не является автоматическим определением чьей-то правоты. Когда-то, знаете, весь мир, вся просвещенная Европа рукоплескала Гитлеру. Приняла концлагеря, приняла промышленное уничтожение людей по расовому признаку. И русским солдатам пришлось выбивать эту дурь. И по итогам Нюрнбергского трибунала было доказано, что вся Европа оказалась неправа, представьте себе. Но в 1945-м вдруг неожиданно прозрели. Притом Европа — это далеко не весь мир. И то, что Украину поддерживают Европа и Америка, да, это понятно, они там все друг друга используют, только по итогу не будет ни Украины, ни Европы. И они послушно идут на заклание, но это их выбор, это их путь. А есть Индия, есть Китай, Сербия, Белоруссия, Сирия, Бразилия. Слушайте, да много кто еще, кто не поддерживает этот бандеровский конгломерат. Поэтому не надо про весь мир. Но давайте перейдем к основной теме и обратим внимание на риторику России все это время. И риторику Украины, насколько они различные в подходах. Насколько Россия всегда была последовательна, дружелюбна, и насколько Украина хитра, завистлива, непоследовательна, недоговороспособна и так далее. Итак, смотрите, после распада Союза уровень жизни в России и на Украине резко снизился. Но уже тогда власти в Киеве, тогда это был Кучма, начали культивировать чувство зависти по отношению к России. Вы хорошо знаете, что жизненный уровень в России сегодня в 10 раз выше, чем у нас. Тоже за счет того, что Россия имеет сегодня сказочное богатство. Нефть, газ она ими торгует, и с нами в том числе помирает. Россия, которой и самой было непросто, продолжала поддерживать экономику Украины и помогать ей. При этом украинское руководство закрывало глаза на тогда уже начавшиеся еще незначительные вот эти митинги против москалей, которые проходили на западе страны. Тогда это всерьез не воспринималось. И как бы закрывалось на это глаза, а параллельно делались заявления для русскоязычного населения. Разрыва с многовековым соседом, братом и партнером России нет и никогда не будет.
В 2000 году Путин становится новым президентом России и, кстати, свой первый визит совершает в Украину. Узнав об этом, в Киев срочно мчится американский госсекретарь. И резкое изменение сроков поездки слишком демонстративно пошло на опережение украинского визита Владимира Путина. Украинские власти не скрывают, что во внешней политике ориентируются на Запад. В стране действует государственная программа сотрудничества с НАТО на ближайшие 2 года. Но к тому моменту, с 1997 года, между Россией и НАТО уже был подписан основополагающий документ о неразмещении ударных групп на восточных рубежах России. Действительно, я говорил о том, что разумно для НАТО расширяться. Мы создадим безопасные границы с Россией, и это позитивный подход. Президент не прореагировал на это заявление. Может быть, он сейчас это сделает? Сейчас изложу. Помните, где-то год назад примерно, может быть, на вопрос о том, вот как вы относитесь, возможно ли, чтобы Россия как-то присоединилась к НАТО, я сказал, а почему бы нет? И сразу же бывшая госсекретарь, госпожа Олбрайт, не помню, где она была, где-то в командировке в Европе, сказала, но это не обсуждается сейчас. Вы понимаете, дело в том, что мы не относимся к НАТО как к враждебной организации. Конечно, нет. Мы же задаемся вопросом, это военная организация или нет? Военная. Нас там видеть не хотят? Не хотят. Она двигается к нашим границам? Двигается. Зачем? Вот что лежит в основе нашей позиции. Обратите внимание, это 2001 год, и все это время Путин твердит о стратегическом партнерстве России и Украины. Но Украина все это время пыталась усидеть на 2 стульях. Принимала щедрые подарки, а в кармане держала фигу. При этом Россия очень уважительно относилась к независимому государству, причем подчеркнуто уважительно, чересчур уважительно, призывая лишь к одному. Допомнить, что стратегический выбор Украины соответствует еще национальным интересам дружба с Россией. Но вот Путин продолжает укреплять экономические связи с Украиной, причем за счет России, рассчитывая на добрососедское отношение. Даже при прямых потерях российского бюджета, при создании зоны свободной торговли, в конечном итоге, в стратегическом плане, думаю, мы все выиграем. А между тем в стране начинают укореняться и прорастать националистические идеи. Появляются тягнебоки и другие националисты. Но пока еще не на государственном уровне. Но зато на государственном уровне начинаются первые атаки на русский язык. Слава Украине! Это решение Национального совета по вопросам телерадиовещания Украины, оно как будто специально было принято накануне голосований по ключевым вопросам нашего взаимодействия. Я рассчитываю на здравый смысл и на доброжелательное отношение к тем в Украине, кто считает русский язык родным, кто думает на нем. Это 2004 год, и вот здесь уже видно какую-то усталость Путина от всего этого кабаре. Но, как мы знаем, это были даже не цветочки, это только-только начало прорастать. Притом Запад, хорошо изучив внутренние проблемы и внутренние противоречия Украины, начинает на них активно играть. Одного кандидата красить в российские цвета, другого в западные цвета. Это попытка перенести эти страшилки в современные международные отношения. Абсолютно контрпродуктивно и ошибочно с точки зрения строительства современных международных отношений. Именно тогда происходит событие первого оранжевого Майдана. И первые потасовки, но еще довольно мирные. Но уже все отчетливее проявляется раскол на Запад и Восток внутри страны. И именно тогда Запад начинает активно тянуть Украину в свою сторону. Слышали заявления некоторых западных представителей наподобие того, что Украина должна быть с Западом. Вот это заявление я оставляю на их совести, но я считаю, что оно провокационно и подстрекательство. При этом Запад именно навязывает и продавливает незаконный третий тур, грозя не признавать эти выборы. Как известно, с небольшим разрывом тогда победил Янукович, но прогнувшись под Запад, продавив Конституционный суд, в третьем туре методом фальсификации победу одерживает Ющенко. Ну хорошо, Москва ей это стерпела. Или голосование второго тура тоже может ничего не дать. Тогда что значит? Нужно будет проводить это в 3-й, в 4-й, в 25-й раз, пока одна из сторон не получит нужный результат. По-моему, юриспруденции я еще не слышал, что есть 3-й тур выборов. Ну вот получается в том и дело, что в юриспруденции не слышали, а по факту так и сделали. Я не хочу, чтобы как в Германии мы разделили Европу на ОСИС и ВЭСИС, на западников и восточников.
но людей первой и второй категории, первого и второго сорта. И уже тогда, в 2005 году, Путин видит все эти опасения и пытается увещеваниями удержать от раскола и накала. И ради сохранения отношений Москва опять идет на компромисс и признает эту новую, не совсем законную, не совсем легитимную власть. Россия подтверждает прежние договоренности с Киевом о едином экономическом пространстве. Вы же не отказываетесь? Мы не отказываемся. Мы за. Мы за. Мы исходили из таких вещей, в реализации которых кровно заинтересованы экономики как России, так и Украины. Но проходит меньше года, и Тимошенко выгоняют из правительства и берут на ее место Януковича, чтобы через него выбить преференции у России. Я вас правильно понял, что Украина думает о едином экономическом пространстве. Конечно, понятно, что единое экономическое пространство дало бы хороший толчок обоим экономикам, но внутри Украины есть противники более тесной интеграции с Россией, чисто по идеологическим соображениям. И вот эта вот нескончаемая политическая возня не дает возможности реализоваться этому сотрудничеству. Беспорядки в Верховной Раде постепенно перемещаются на улицу, а политики и народ становятся все более агрессивны. Это уже приобретает такую, знаете, национальную черту. И вот тут же в первый раз проявляется такой персонаж, как Турчинов с группой активистов, штурмуя Конституционный суд, чтобы тот принял правильное, по их мнению, решение. То есть тогда зарождается культура не закона, а толпы, силы, Майдана. Толпа начинает диктовать закон. Кстати, уже тогда первый президент Украины Кравчук предсказал, что страна катится в пропасть. Доверия к власти у людей нет, ответственности чиновников нет. Все это сливается в одно целое, которое говорит стихия, анархия, беспорядок. А Запад лишь подливал масло в углубляющийся политический кризис. И вот когда Украина и Россия, не сумев создать единое экономическое пространство из-за нежелания Украины, стали договариваться уже как независимые государства о рыночной цене на газ, Европа тут же обвинила Москву в давлении на Украину. Почему Россия должна за бесценок отдавать свое имущество и свои природные ресурсы другим партнерам, равным с нами на международной арене? Очень много наносного, такого, знаете, пены какой-то политической. Мы много лет спорили о газотранспортной системе. И вот настолько заполитизировали на Украине эту газотранспортную систему. Диву даешься просто. Чего там эти железки политизировать-то? Трубы, которые в земле лежат и гниют. Ну да, не хотят на Украине, чтобы москали завладели этой транспортной системой. Да москали уже давно оставили эту мысль. Мы хотим, чтобы она функционировала нормально. Чего здесь нужно было нагнетать-то вокруг этого? Просто удивительно. Ну, сесть надо просто посмотреть. Но садиться за стол никто не хотел. Более того, ситуацию с ценой на газ Украина довела до мощного международного скандала, начав шантажировать Россию транзитом и фактически остановив транзит, что поставило под удар Европу. И я напомню, что именно тогда было принято решение строить потоки в обход Украины, чтобы бесперебойно обеспечивать Европу газом и не зависеть от непредсказуемого поведения укрполитиков. Но, вероятно, мы живем в театре абсурда, потому что Европа как-то забыла, с чего все началось, и вводит санкции против Северного потока, думая, что таким образом наказывает Россию. Ну что за бабочки-однодневки? И посмотрите на Путина, он вообще не может понять, как вообще с этими людьми можно жить и договариваться хоть о чем-то, но все равно пытается что-то донести. Сказали нет. Не будем. Потому что если мы подпишем, это будет использовано против нас в ходе внутриполитической борьбы. Мы наблюдаем политический коллапс внутри самой Украины. И, к сожалению, говорит о высокой степени коррумпированности властных структур, которые сегодня в этих условиях борются, мне кажется, даже не за, собственно, цену на газ, а за возможность сохранить тех или иных посредников для того, чтобы использовать получаемые дивиденды в личных целях, в целях личного обогащения и в целях получения необходимых финансовых ресурсов для будущих политических кампаний. И вот избирательные кампании продолжают строиться на Украине по принципу разделения страны на Запад и Восток. Политики ездят по регионам, и в одних регионах говорят, что они против русского языка, в других, что за. Центральные улицы продолжают переименовывать. Мало того, Ющенко подписывает указ о присвоении гитлеровскому пособнику Бандере звания Героя Украины. И все активнее начинает заявлять о желании Украины вступить в НАТО. Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык.
Появление на наших границах мощного военного блока будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. И заявление о том, что этот процесс не направлен против России, удовлетворить нас не могут. Национальная безопасность не строится на обещаниях. Тем более, что подобные заверения мы уже слышали накануне предыдущих волн расширения блока. Давайте-ка, ребята, жить дружно и по-честному вести диалог. При этом Ющенко заверяет, что это не против России. Все, что делает Украина в этом направлении, это ни в коем случае не есть работа против какой-то либо третьей страны, тем более против России. Но прошло всего лишь несколько месяцев, и в конфликте вокруг Южной Осетии Ющенко встал на сторону Грузии и указом пытался запретить российским кораблям возвращаться на базу в Крым. И параллельно с этим отправив в зону конфликта вооружение, которое должно было использоваться против России. Это вообще как? Могло быть большего преступления против украинского и российского народов, чем поставки вооружения в зону конфликта. Нас больше всего беспокоит другое, что техника могла быть поставлена в ходе самих боевых действий, и она управлялась специалистами с Украины. Ради чего это было сделано? Это что, разве в интересах украинского народа? Какие интересы украинский народ преследовал, вмешиваясь в этот конфликт? Нет там интересов украинского народа. Это просто политиканство, безответственное, вредное и преступное. Но после этого случая Путин разрывает контакты с президентом Ющенко, а Тимошенко, которая снова премьер-министр, на словах заявляет одно. Очень нужно, чтобы Украина и Россия искали точки соприкосновения, а не точки конфронтации. Я и правительство, которое я представляю, мы будем именно так строить наши отношения. А на деле пропихивает закон о том, что в школах на Украине должно происходить общение только на украинском языке. Таким образом, все сильнее разделяя общество. Градус агрессии повышается, все чаще дискуссии о разных языках, истории, культуре, героях и так далее приводят к стычкам на улицах, к стычкам в заседаниях, к стычкам в комиссиях, в собраниях. И вот в 2010 году на обещаниях остановить разделение, отменить все эти дискриминационные законы к власти приходит Янукович. Я думаю, достаточно, мы уже навыбирались. Что интересно, на подтанцовках у него Порошенко. Тогда он работал министром у Януковича, но уже через 3 года этот же самый Порошенко скачет на Майдане с призывами снести Януковича и заявляет о поддержке европейских стран. И они не признают преступных дел украинской власти. И власть это почуяла. И вот с этого момента, друзья, начинается совсем другая Украина. Кровавая, жестокая, подлая, агрессивная и очень опасная. Бойня на Майдане, разрушение, убийство, агрессия, злоба – все это ради высших целей. Хотим жить как в Европе, поэтому поубиваем несогласных. При этом народ поубивали, как в Париже жить не стали. Америка и ЕС все поддержали, не выразив ни капли осуждения тому безумию, которое происходило. Янукович был вынужден бежать в Россию, и вот Порошенко уже по всей стране запрещает русский язык. Крым уходит в тихую гавань, это мы помним, воссоединяется с Россией, а Донбасс и Луганск, вот эта вот майданная власть, начинает бомбить авиации, проводя карательные операции. Донбасс начинает обороняться. 2 мая в Одессе убивают и сжигают несогласных. Террористами называют всех жителей Донбасса, а Порошенко заводит новую агрессивную шарманку. В длинной исторической перспективе главной военной угрозой есть и будет оставаться страна-агрессор – Российская Федерация. Противостояние агрессии. Отпор российскому агрессору завершится тогда, когда будет освобожден последний лоскуток украинской земли, причем как на территории Донецкой и Луганской области, так и Крыма. Политическая система окончательно сращивается с отморозками и маргиналами различных групп. И с этого момента никаких тормозов. Политические убийства, подавление инакомыслия, страна, раздираемая противоречиями, захлебывается в русофобии и конфликтах. И только русскоязычные блогеры, фотографы и музыканты, которые сейчас прозрели, ничего этого не видели, никаких угроз не чувствовали. Они принципиально оставались вне политики. У них все было хорошо, остальное их не волновало, потому что так было удобно. А сейчас они почему-то обиделись и не понимают, что же происходит. Дальше начинаются нападки на русскую православную церковь, и власть официально это поддерживает. Затем, вследствие неумелых действий украинской армии, попавшей в окружение, появляются Минские соглашения. Порошенко их подписывает.
Всего 13 пунктов, которые способны установить мир. И за 8 лет Украина даже не попыталась их выполнить. И вот появляется Зеленский, пришедший к власти на лозунгах о мире, обещавший остановить эту войну. И тут же переобувается, становится еще более агрессивным. Путин враг? Конечно. Хорошо. Подпишете ли вы закон об амнистии боевиков ДНР, ЛНР, так называемых? Нет. Должен ли быть у Донбасса особый статус? Я считаю, что нет. И вот уже только воинственная риторика, милитаристский угар захватывают Украину, усиливаются обстрелы Донбасса, провозглашаются будущие победы над Россией, возвращение Крыма становится чуть ли не основной задачей. Обов'язково буде. А парад у нас обязательно будет в будущем. Парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории. Подождите, а как они собирались его возвращать? Для России этот вопрос закрыт. Так как, если он об этом говорил? Военным способом? Значит, да. Значит, вынашивали эти планы? Или это так, просто языком побрякать? И вот Украину стали буквально напичкивать вооружением и пробовать Россию на зубок. Все вот эти провокации в Черном море. Это что? Это типа да ладно, просто так игрушки? Но это, знаете, это на идиотов такое объяснение рассчитано. Это реальная военная угроза безопасности России, которая не только не спадает, но только нарастает с каждым днем. И агрессивная риторика только усиливается. И что, надо было дальше сидеть и дальше ждать, что рассосется? А как это может рассосаться, когда потенциал накопленной энергии, вот этой агрессивной, он не может исчезнуть, не выплеснувшись? И все это агрессивное украинство происходит под одобрительные кивки и подначивание Запада, американцев, Британии. А Евросоюз послушно кивает гривой, поддерживая любое безумие. НАТО лезет все ближе и ближе. К нам пришли. И теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Подлетное время от Харькова до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия? И вот Зеленский заявляет о том, что Украина может вернуть себе ядерное оружие. Ну, как вы думаете, с таким настроем появись у них вот это вот оружие, чем бы это все закончилось? Они бы вдруг отбросили все свои милитаристские планы и кинулись бы к нам в объятия, да? И все бы стали жить мирно и счастливо. Ну что за бред? Поставят эти комплексы под контроль, и с этой секунды, вот с этой самой секунды, судьба России будет совсем иной. Вот здесь прям будут держать нас на мушке на ядерной, и все. Но как же мы можем пройти мимо всего этого? Это абсолютно реальная угроза, это не какая-то ерунда надуманная. И не решить этот конфликт сейчас означало бы оставить его нашим детям и получить еще более ужасный сценарий в будущем. Возможно, лидеры Европы, не имеющие детей, так бы и поступили. Но Путин не мог это оставить на самотек. Тем более вряд ли найдется человек, более плотно погруженный в проблематику Украины и как никто другой лучше понимающий опасности от нее исходящие. При этом наделенный необходимым опытом, необходимыми компетенциями решить этот вопрос и срезать этот злокачественный нарост, метастазы которого проникли достаточно глубоко. И поэтому, когда украинские блогеры и фотографы вдруг обнаружили себя в этой горячей фазе и начали заявлять, нас не надо спасать, мы сами тут живем, у нас все хорошо, так вас никто и не спасает. Россия спасает себя от агрессивного поведения вашего руководства и действует упреждающе. Ваше руководство принесло вас в жертву заокеанскому хозяину. Украина как государство токсична. Если вы предпочитали этого не замечать и в это не вникать, то это последствия вашей политической безграмотности. И если уж Путин принял такое решение, значит абсолютно точно никаких других вариантов не было. Потому что такую деликатность, сдержанность и долготерпение, как у Путина, сложно встретить в любом другом современном мировом политике. Все только и делают, что брякают языком, что попало. Ну вот добрякались, что сами себя загнали в ловушку русофобии, накачали себя до такой степени, что уже никакой приказ не остановит эту волну. И решить эту проблему можно было только извне. И только так заткнуть пушки и установить мир на всем европейском континенте. Поэтому еще раз, друзья, жалко людей, жалко детей, жалко простых мирных граждан, которые стали заложниками этой ситуации, которых ВСУшники не выпускают из городов, прикрываясь теми, кого, по идее, они должны защищать и обеспечивать безопасность. Тогда возникает вопрос, так кто с кем воюет и за что? Поэтому, знаете, ждать, когда украинские неадекваты нанесут удар по России, в этой ситуации закручивающегося безумия было недопустимо и преступно. Поэтому с точки зрения военной безопасности России все было сделано правильно.